Козероги, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро-прогноз на 2024 год. Посмотрим, что вас ожидает, к чему вам стоит подготовиться. Но текущий расклад я буду выполнять по своей авторской методике и будем смотреть его с точки зрения прогностики, то есть те события, которые вас ожидают, которые должны состояться. Для тех же, кто у нас ждал расклад на 12 домов, я его буду выполнять, но он уже будет с позиции аналитики. То есть что нам необходимо будет проработать, в частности, допустим, представителям вашего знака зодиака по каждому из 12 домов натального поля. Те, кто хочет проанализировать прошедший период, а именно отыгрался ли у вас 23 год и какой знак у вас в большей степени резонирует, то есть по Солнцу или по асценденту. Ссылку на расклад годовой 23 года я оставлю в комментариях. Но мы приступаем. Сегодня нам будут помогать Dream Spell Таро, а также Таро Золотой Нити. Поэтому начнем. Что у вас ожидает в плане работы, бизнеса и карьеры? И у вас здесь ложится аркан смерти. Это кардинальные перемены, трансформация. В чем она может заключаться и о чем может здесь говорить? У некоторых это может быть действительно пересмотр, переоценка системы ценностей. То есть вы можете увольняться с одной работы, переходить на другую. У некоторых по ряду причин это в принципе потеря работы, а кто-то может поменять концепцию жизни, то есть уйти из найма, например, в свое собственное дело. Поскольку это карта, которая говорит о том, что закрывается прошлый жизненный цикл и открывается новый, то есть она для вас сулит действительно значимые перемены. В каком ключе они для вас пройдут? Давайте смотреть. Итак, что у вас здесь? Что у вас здесь? Смотрите, император, десятка чаш и туз жезлов. Так, но для девушек, для женщин здесь велика вероятность, в принципе, уйти в декрет, поэтому вы можете не работать в течение этого года. Для мужчин эта ситуация и желание, стремление, как открыть свое дело, свои начинания, то есть работать на самих себя. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает, но по ряду причин работать не может, то есть там домохозяйки или те, кто уже у нас на пенсии, это быть на попечении на вашего партнера или ваших близких, ваших родственников. Все, что у вас здесь будет, это попытки, знаете, как вкусить что-то новое, то есть новое увлечение, а именно новое хобби, новая задача, потому что здесь, как показывают арканы, у вас по финансам будет все стабильно, и вы не будете нуждаться в какой-либо особой финансовой поддержке. Поэтому можете себе здесь позволить проводить время в свое удовольствие, заниматься какими-то бытовыми аспектами. Для тех, кто у нас является соискателем, о чем говорит текущая триада. Открываю для вас колоду. Восьмерка чаш – это понимание или осознание, что вы не там ищете, то есть это менять сферу поиска, это раз. Ну, второй момент – это может быть действительно цель или желание вообще уйти на своевольные хлеба, даже если вы никогда не начинали или не пробовали, потому что текущая связка карт говорит о следующем, что то, что будет предлагаться на рынке труда, вы понимаете, что такие, допустим, мизерные суммы вы в состоянии сами заработать на каких-то своих началах, то есть ведя какое-то дело. Если же вы у нас наемный сотрудник, что здесь? По дураку для вас трансформация, потому что это новая должность. И карты об этом говорят. Император – это повышение социального статуса в коллективе, и туз жезлов для вас – это новое предложение. Поэтому не так страшен аркан смерти, да, не так страшен черт, как его малюют, потому что у большинства негативные карты сразу вызывают какие-то переживания. И если же вы владелец собственного дела, то тройка монет говорит о вопросах трансформации в самом бизнесе, потому что это может быть как зачистка кадров, то есть вы можете менять персонал, или смена деятельности партнеров, или в принципе иная концепция, которая будет говорить о более структурном и качественном подходе к вашему делу. Но если смотреть в целом по первой триаде, которая выпала, это все-таки, знаете, как внести молодую кровь, то есть от одного персонала, допустим, вы будете избавляться, другой нанимать. Если же ваша деятельность предполагает отсутствие подчиненных, то здесь это как избирательно относиться к партнерству, то есть это распрощаться с одними партнерами по бизнесу и заключать контракты с последующими. Смотрим финансовую сторону. Что здесь? Финансы. На финансы у нас ложится Луна. Луна, во-первых, это карта
нестабильности. Почему? То густо, то пусто. Или же она может указывать исключительно на вопросы сезонного заработка. Например, у вас работа вахтовым методом, или у вас действительно сезонный бизнес, когда вы там вкалываете летом или наоборот зимой, и как следствие получаете ресурс. Плюс эта карта может указывать, что действительно у вас каждый месяц абсолютно могут быть разный уровень дохода. На это может влиять проценты, бонусы, какие-то дополнительные выплаты, в зависимости от выполнения плана и поставленных перед вами задач. Но так как у всех, так сказать, ситуации абсолютно разные и условия труда разные, но важно помнить следующее. Финансы не есть равно работа, потому что финансы это могут быть и вопросы наследства, и выигрыши, и пассивные источники дохода, и прочее, прочее. Поэтому наша задача с вами раскрыть этот аркан и посмотреть, о чем же здесь идет речь. Итак, у вас здесь ложится 8 монет, 10 монет и 6 мечей. Как мы видим по этим картам, вот сколько будете вкалывать, вкладываться, причем это не только может быть основной источник деятельности, здесь какие-то инвестиции, потому что 10 монет и 6 мечей. То есть это заставить ваши деньги работать. И в зависимости от ваших усилий, ваших инвестиций и вложений вы можете получить разный результат. Но оценивая текущую ситуацию по финансам, вы видите, что с деньгами у вас здесь все более чем в порядке, поэтому переживать здесь будет не о чем. Еще, помимо всего прочего, эти карты могут указывать на денежные переводы, которые вы можете, допустим, высылать своим близким, как финансовая помощь, финансовая поддержка в каких-то сложных ситуациях. Поэтому действительно здесь может быть по картам, это не могу назвать финансовым оттоком, это как дополнительные расходы, которые лягут на ваши плечи. Смотрим вопросы здоровья. Так, на здоровье у нас ложится отшельник. Сама по себе карта не является хорошей. Почему? Либо она указывает на обострение хронических заболеваний, либо в целом, что здесь может быть? Это ситуация, когда уж простите, но вы по ряду причин можете на свое состояние здоровья и самочувствие забивать. Я понимаю, что вы скажете, нет, мы не такие, для нас это не актуально, но в противовес арканам я говорить не могу. Поэтому эта карта всегда говорит о ситуации, что здесь нужно пересмотреть концепцию жизни или подход к питанию, к режиму дня, к каким-то вопросам. Это будет сделать сложно, потому что у вас на повестке дня будут совершенно другие задачи. Но справитесь ли вы с этим? Давайте смотреть. Так, что у нас здесь? 9 мечей, рыцарь монет и 6 жезлов. По этим картам, смотрите, вот что мне не нравится, сейчас буду объяснять. 9 мечей – это когда вы любую ситуацию принимаете близко к сердцу. Из-за этого переживаете, то есть можете довести себя до состояния невроза. Рыцарь монет и 6 жезлов в целом по ментальному, эмоциональному, физическому самочувствию показывает, что все в порядке. Но вот эта 9 мечей – это, знаете, как способность себя накрутить по каким-то вопросам, хотя, допустим, их может и не быть на повестке дня. Вот с этим нужно серьезно поработать. То есть через терапию с психологом или, может быть, самостоятельно. Почему? Потому что вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, эти карты говорят о ситуации, когда не то чтобы сознательно, но просто своими действиями вы можете вредить на свое состояние. А именно, то есть запускать процесса старения. За счет чего? За счет постоянного чувства тревоги и переживания. То есть если у кого-то на текущий момент, на момент просмотра есть ситуации с чувством тревоги или паническими атаками, вам нельзя, скажем так, запускать эти процессы, то есть чтобы они у вас вошли в стадию хроники. Поэтому не можете справиться самостоятельно, в обязательном порядке обращайтесь к врачу, чтобы это искоренить. И как следствие решить для себя основную головную боль. Смотрим вопросы личной жизни. Что у нас здесь? Что у вас по личной жизни? Ой, козероги, у вас здесь ложится башня, это полностью как отсечь старое, и чтобы в жизнь вошло новое. Будем смотреть, что же здесь. Что же здесь? Так. Я могу вам сказать, что на текущем этапе, смотрите, сейчас буду показывать по картам. Туз монет,
четверка мечей и туз чаш. Многие из вас будут уходить в новые союзы. Если вы на текущем этапе своей жизни свободны, башня — это как отбросить старые установки или там типаж партнера или партнерши, который вам раньше не нравился, то есть отойти от этой ситуации и переключить свое внимание на другую категорию лиц. Далее, это закрыть для себя какой-то гештальт прошлого, каких-то неудач, потому что башня — это разрушить то, что у вас было раньше. И здесь по этим картам, смотрите, туз монет, четверка мечей и четверка чаш. Это войти в абсолютно новый союз, где вы будете ощущать ситуацию зоны комфорта и покоя, где не будет какого-то хаоса, эмоциональных встрясок, где будет стабильность, а это для вас является самым важным. Аналогично здесь и по ситуации для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, а именно, то есть вы можете остаться не с одним, не со вторым партнером, а вообще, как говорится, уйти к третьему, да? Или наоборот, если не вы инициатор любовного треугольника, а ожидали ответа, решения от вашей партнерши или от вашего партнера, то карта показывает, что вы не будете дожидаться. Вы будете рвать эту связь и стремительно идти в новые отношения. Для тех, кто в стабильных союзах. Здесь, я не могу сказать в противовес арканам. Я понимаю, что для многих эта ситуация может быть неприятной или кто-то там себя будет накручивать, но давайте анализировать. Десятка жезлов. Десятка жезлов — это когда отношения являются тяжелыми. Да, здесь может быть шанс или вариант попытаться эти отношения восстановить или реанимировать, но основное то, что показывает арканы, это может быть разрушение текущей ситуации по личной жизни и абсолютно уход в новые отношения. Потому что я дотягиваю карту, здесь открывается двойка монет, это появится альтернатива, выбор, когда вам будет с чем сопоставить и сравнить, и вы поймете, что вы достойны лучшего. И, соответственно, будете за это лучше держаться. Смотрим неожиданность периода. Что здесь? Что здесь? По императрице это все-таки вопросы личной жизни, потому что это карта, которая говорит для мужчин обретение партнерши, для девушек и женщин это раскрыть свой потенциал, свои личностные качества, стать более женственной, стать любящей, любимой. И более того, это новая ипостась, то есть роль супруги, роль матери, потому что эта карта, она предполагает раскрытие ваших женских качеств, той основной задачи, которую вы должны реализовать в своей жизни. Но, безусловно, карта может у нас указывать и на взаимодействие с матерью, с бабушкой. Поэтому давайте смотреть, о чем тут идет речь. Семерка мечей, королева мечей и девятка жезлов. Здесь все-таки, мои хорошие, по этим картам, это будет акцент на построение новых отношений. То есть у большинства. Я вас к этому не призываю, я вас на это не настраиваю. Если необходимо, смотрите расклады по асценденту, но говорить в противовес картам нет никакого смысла. И здесь не задача вас настроить на какой-то негативный ряд. А для того мы и делаем расклады, потому что карты показывают, какие тенденции наиболее вероятны в вашей жизни. И вам необходимо подготовиться и выйти из любых ситуаций с максимальной для себя пользой. Тем более, раскрывая колоду, здесь ложится колесо фортуны, которое указывает по ситуации на кардинальные перемены в вашей жизни, в вашей судьбе. И здесь колесо фортуны наиболее активно проиграется у вас по вопросам личной жизни. Но, тем не менее, мы с вами смотрим и открываем карты на следующей позиции. Карта года, карта совет, что уйдет и что придет. Что у вас здесь? Итак, что уйдет? К сожалению, уйдет покой. То есть хаоса будет в жизни более чем достаточно, потому что не будет баланса, не будет равновесия, не будет какого-то размеренного образа жизни. То есть, иными словами, это, знаете, как нарушается ваша стабильность, нарушается каждодневный уклад жизни. И это, конечно, будет сложно понять, принять или с этим согласиться. Но о чем здесь конкретно идет речь? Так, что у вас здесь?
Стабильность, как я говорила, потеря стабильности. 8 чаш, король чаш и 4 монет. Вот знаете, как потерять структуру. Все на эмоциях. Эмоции через край. Невозможность когда-то остановиться. Это будет ситуация, когда вы можете и вспылить, и накричать, и проявить свой гнев. Потому что 8 чаш — это вот то, что вы замалчивали, не высказывали, не выговаривали, то теперь эта ситуация, она будет указывать на то, что это будет литься через край. Невозможность контролировать текущие процессы. Здесь в качестве рекомендации это может быть только или какие-то эзотерические практики, то есть, повторюсь, там йога, пилатес, или обращение к практику, психологу, который действительно вам поможет разобраться с этими ситуациями. Потому что, раскрывая колоду, здесь ложится аркан Отшельник. Это как больше уединения, самопознания, больше самокопания и как поддержки со стороны духовного наставника или человека, который может вытянуть из этой эмоциональной трясины. Что придет по жрице? Ну, по жрице это в первую очередь взаимодействие с вашим бессознательным, с вашей интуицией, прислушиваться к себе, к своему внутреннему я. Кто-то действительно из вас захочет погрузиться в изучение духовных практик, эзотерических, вопросы культуры, веры, религии. То есть у каждого свое. Или обращаться вы будете к практикам, или действительно сами изучать и практиковать. Но в любом случае жрица это как попытки понять себя, познать себя и определиться, чего вы хотите в жизни. Найти, так сказать, свой путь, свою дорогу. Но мы, конечно же, раскроем этот аркан. Что здесь? Ох, смотрите. 3 старших аркана. Отшельник, влюбленный и башня. Итак, по этим картам это действительно как помощь, содействие, поддержка духовного наставника, проводника, коуча, психолога, который может пережить какой-то жизненный кризис. Дальше. В положительном контексте неожиданно для вас, потому что жрица это все-таки сокрытая тайная информация, вы можете быть единоличным наследователем чего-то наследства, то есть вам могут оставить, причем это будут вопросы недвижимости. Еще по этим картам, повторюсь, это понимание или осознание, что нужно искать в себе человека равного по духу, и у кого-то может идти крушение одних отношений и создание новых отношений. Потому что отшельник, влюбленный башня, это, знаете, как найти человека, с которым вы хотите дожить до старости и создать фундаментальную структуру. Единственное, что карта жрица может указывать на формирование этих отношений, то есть позиции гражданского брака, или это может быть неофициальный брак, ну, например, никях, да, потому что по этим картам, то есть то, что не регистрируется в официальном ключе. Смотрим карту года. Карта года у вас мир. Ну, это действительно год непростой. Почему? Потому что мир это вот как полностью проанализировать и закрыть прежнюю жизнь и идти в ворота новое, потому что все. Замкнулся цикл, так как по-прежнему уже не будет. И, конечно же, мир это как новая страница, новая возможность. У многих это будет поездки, переезды, смена места жительства, иммиграции. Для некоторых это реализация себя, работа или обучение через интернет. Кто-то может действительно по работе или по учебе переезжать, перемещаться. Некоторые из вас найдут вторую половину, опять же, или в сети интернет, или на каком-то курорте, потому что эти карты показывают, что как знакомство с иностранцем, иностранкой. Или, конечно, это может быть ваш соотечественник, но который по ряду причин оказался за рубежом, в том же месте, там, допустим, что и вы. Карта, которая сулит некоторым, и повторюсь, создание новых отношений и рождение ребенка. Потому что мир это вот как, для вас мир перевернется. Это абсолютно будет, как новая жизнь. У многих как с чистого листа. Потому что все прошлое зачистили, создаете новую структуру, новую базу. Раскрываем, смотрим, что по факту. Колесница, 2 монет и 9 монет. Эти карты в первую очередь говорят о ситуации, повторюсь, как или переезд, поиск альтернативы, то место, где вам будет наиболее комфортно, где вы будете ощущать себя счастливо и где будет благополучие и финансовый достаток. И второй момент, если это все-таки построение вопросов личной жизни, то это союз, где вы будете не только самодостаточны, там, где вас будут холить, лелеять, ценить, любить, уважать, потому что 2 монет и 9 монет это осознать свою значимость. И более того, это
самооценка, которая растет благодаря вашей второй половине. Плюс мы смотрим, это, конечно же, увеличение уровня дохода. Да, расходы здесь будут не меньше, мы с вами смотрели по финансовой стороне, но тем не менее, самое главное, понимаете, что есть приток денег и будет что тратить, это немаловажно. Анализируем совет. По совету суд. Суд, труба зовет. У кого-то возрождение, перерождение. Для некоторых может быть возврат на родину. У некоторых это могут быть запущены судебные процессы. Или если они у вас уже были, это как возобновить, если они были решены не в вашу пользу. Если здесь вероятность восстановления отношений, но только в том случае, если это с кем-то отношения из прошлого. И неважно, они личного, делового характера. Раскроем эту карту, посмотрим, о чем она вам говорит и какие рекомендации вам дают Таро на этот годовой цикл. Так, что у вас здесь? Справедливость, тройка жезлов и двойка чаш. Здесь все-таки идет речь о официальном построении отношений. Смотрите, справедливость, тройка жезлов и двойка чаш, то есть вопросы личной жизни. Но если смотреть по тем арканам, которые здесь ложатся, вот не зря это, кажется, так сказать, труба зовет. Почему? Потому что здесь это будет построение нового союза. То есть здесь речь не о возрождении текущих взаимоотношений. Вот открывая колоду, здесь ложится королева пентаклей. Сейчас, секундочку, еще посмотрю, что у вас здесь. И ложится королева чаш. То есть действовать с позиции практицизма и эмоций. Плюс на ваши решения действительно могут повлиять женщины земной и водной стихии, которые либо поспособствуют в плане выбора, либо помогут вам определиться с выбором. Но здесь основная, видите, ситуация – это построение союза. Если с позиции совета, это как рекомендация возрождать отношения с друзьями, может быть, с коллегами, с теми людьми, которые вам были близки, но с которыми по ряду причин у вас на текущем этапе, возможно, прекратились отношения или общение, вы об этом сожалеете. Еще это укрепление семейных связей. Это ситуация, когда нужно проанализировать свои действия, поступки, может быть, простить кому-то из ваших близких их некорректное поведение или, знаете, как проговорить какие-то споры, конфликты, неурядицы, чтобы понять корень причины, почему так происходило, и закрыть эти болезненные моменты. Но все-таки основное, если смотреть по картам, вот все сферы жизни анализируя, наиболее значимое и важное для вас будет это все-таки личная жизнь. Как вы видите, год в целом непростой. Но высокосный год и год дракона редко бывает легким. Я понимаю, что для каждого по-разному. Ваша задача настроиться на позитив, взять максимум для себя полезной информации, проанализировать асцендент и смотреть, каким образом в вашей жизни будут отыгрываться эти энергии, чтобы взять для себя из них по максимуму. Я вам искренне от всей души желаю, чтобы этот год для вас был самым благоприятным. Вам крепкого здоровья, счастья, взаимной любви, финансовой стабильности, реализации, обретения своего пути и смысла жизни. Ну, конечно, искренне желаю быть самыми-самыми счастливыми. То есть этот год будет одним из самых лучших за последние годы. И действительно даст вам новый старт в вашу счастливую жизнь. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.